май дарлинг, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть в нашу любимую визуальную новеллу Love, Money, Rock'n'Roll. И как обещала, в этой серии сразу начинаем со всяких вот этих вот, как этих называют? Ой, забыла кондиционер выключить. Со всяких умозаключений, рассуждений, рефлексии и вот этого вот, короче, графоманства. Да и что такое судьба, действительно, не разобрались в прошлый раз. Существует ли она? Цепь случайных событий, решений людей, с которыми я знаком плохо или не знаком вовсе, в итоге значит больше, чем мои собственные действия. Если бы не вернулась Кэтрин, если бы я не познакомился с Кагаме и Элли, если бы не самому адекватному майору КГБ не пришло в голову выпытывать шпионские секреты у ни в чем не повинного школьника. Подождите, а в какой момент она показалась нам неадекватной? Типа для майора КГБ она очень даже адекватная. Вы Нечаева видели вообще? По-моему, Ирина в сравнении с Нечаевым просто вообще окей. Если бы. И чем в итоге судьба, книга твоей жизни, написанная еще до твоего рождения, принципиально отличается от последовательности случайных событий? Особенно если ты так и так не можешь ни на что повлиять. К чему все это? К чему? Я не понимаю. Когда усталость стала невыносимой, и я просто начал отключаться, заснуть все-таки удалось. Но, как бы там ни было, у меня все равно вызывала отвращение сама мысль о том, что не я сам управляю собственной жизнью. Ну да, как и мы все, типа, так и живем, как говорится. 18 сентября 1987 года. Я проснулся рано утром, усталым и не выспавшимся, но сразу понял, что теперь заснуть не получится. Блин, так бесит, когда так вот просыпаешься до будильника и все. И не засыпаешь. Или, что еще больше бесит, ты просыпаешься с будильником, разрешаешь себе поспать еще полчасика, только не мыть голову, и типа, и все равно не засыпаешь, и просто лежишь как дебил полчаса и не встаешь. Ставь лайк, если это не мема твоя жизнь. С каждым днем все хуже и хуже. Но если я объективно никак не могу повлиять на Кобаяши Корпорейшн или на КГБ, то с шайкой распоясавшихся школьников я сладить сумею. По крайней мере, могу попробовать. А может, не надо? Задолго до начала уроков я уже стоял у школьных ворот и поджидал Блин, я так и не знаю, как это читается. Асакуру с Кавашимой. А что это мы с девочек начали? А что это? А может, можно и посмелее было быть вообще-то. Между прочим. Почему именно их? Да, давай, действительно, у меня есть такой вопрос. Я был абсолютно уверен, что остальным мозгов не хватит додуматься до чего-то самостоятельно, поэтому нет смысла разговаривать с шестерками. Я не обосрался встречаться с 5 здоровенными парнями, я просто выбрал самых умненьких из компании. Да, так и запишите, пожалуйста. А Сакуру привезли на машине довольно рано, но до начала учебного дня оставался еще добрый час. Что-то это... Пипец, с начала серии начала уже оговариваться. Мне пришлось спрятаться за оградой, чтобы не привлекать внимание водителя. Когда автомобиль отъехал... Вместе с нашим Никакуном, я тоже подскочил к Асакуре. Тут же. Да что такое? Что я неправильно все читаю? Нам надо поговорить о вчерашнем. Нельзя так на людей набрасываться. Тут же возмутилась она. Да я об этом же. Не понимаю, о чем ты. Фыркнула девочка и отвернулась. Но кажется, даже особенно не пыталась изображать удивление. Я о том, что вы вчера разбили мне стекло и измазали дверь. Я полночи оттирал ваше художество. С чего ты взял, что это мы? С вызовом спросила Асакура. Давайте Асакура будем говорить. Договорились, все. А у меня камеры во дворе. Камеры? Тут же испугалась она. Да, камеры. Короче, я ничего об этом не знаю, и мне пора. Как будто опять запятая пропущена. Так, я до этих запятых колебусь. Я, короче, ничего об этом не знаю, и мне пора. Запятая перед «и» должна быть. Это... По-моему. Не знаю. Я на 95 баллов ЕГЭ сдала по русскому, если что.
Я считаю, что должна была быть запятая. Я схватил ее за руку. Нет уж, никуда ты не пойдешь. Мы будем стоять здесь и вместе ждать остальных. Возможно, моя угроза сработала, а может, она поверила в блеф про камеры, но так или иначе, Асакура перестала вырываться. Многоточие. Что-то она реально прям подобосралась. Минут через 10 появилась Кавашима. «Доброе утро, а мы тебя ждем!» Наигранно дружелюбным тоном поприветствовал я ее. «Что тут происходит?» Он какой-то бесноватый, обвиняет нас во всяких глупостях. Я и знать не знаю, что там и что ему... Кто там и что ему на двери написал. А я... На двери, наверное, правильно говорить. А я и не говорил, что там что-то написали. Ой. Попалась. Какой умный у нас Никакун вообще. Еще больше сконфузилась она. В любом случае, все именно так, продолжил я. Ваша вчерашняя выходка записана на камеру. На камеру? Злобно усмехнулась Кавашима. Похоже, она оказалась не такой легковерной, как подруга. И где мы можем посмотреть пленку? Посмотрим ее вместе в полиции. Вот и отлично, тогда ждем повестки. «Мику, пойдем. Нечего этого идиота слушать», — обратилась она к Асакуре, и я тут же прикинул, что удержать двух девчонок будет как минимум в 2 раза сложнее. Ну да. Но меня спасла Элли, которая сегодня пришла в школу как раз вовремя. Мику, Мари... О, наконец-то ударение поставили. Спасибо большое, а то я вообще реально не знаю, как их всех читать. Я обернулся, и пока они не убежали, быстро выпалил. «Вот и все в сборе, мы только тебя и ждали. Думаю, тебе будет интересно послушать, чем твои подруги занимаются по ночам». Элли вопросительно посмотрела сначала на меня, потом на девочек. «Они вчера изрисовали мне дверь и разбили стекло. Это правда?» «Конечно нет, даже не слушай его. У меня есть все доказательства». «Да, записи с камер мы уже слышали», — ухмыльнулась она. «Признаться, я уже порядком растеряла уверенность в том, что эта уловка сработает». «Каких камер?» Однако Элли все же удивилась. «Которые записывают все, что происходит у меня во дворе». «Я уже говорила, ждем вызова в полицию, а пока...» «Хорошо, и что вы тогда делали вчера ночью?» «С какой стати я буду перед тобой отчитываться?» Вспыхнула она. На варе и шапка горит. «Мари!» «Ну что, Элли, я должна молча стоять и слушать, как меня обвиняют, не пойми в чем? Если бы это и было в первый раз. Ты можешь сколько угодно пыхтеть, но все равно ничего не докажешь. А мне не надо ничего доказывать». Я с вызовом посмотрела на Элли, давая всем понять, что здесь и сейчас важно только ее мнение. Она же в ответ стыдливо опустила глаза. Казалось, битва проиграна, но тут на сцену вышел новый игрок, которого я совсем не ждал. Опа, здравствуйте, добрый вечер. Кагаме! Мы стояли так, чтобы обойти нас было непросто, но она все же попыталась прошмыгнуть мимо незамеченной. А вот и ты! Так, это превьюха, подождите. Кагаме остановилась и посмотрела на меня с опаской. Будете дальше отпираться, что ни в чем не виноваты, что не издевались над Ивамурой? Ты бы уж выбрал что-то одно, то мы граффити рисуем, то издеваемся. Вы все... Это все звенья одной цепи. Ну-ка, покажи им, обратился я к Кагаме, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что Фингала уже не видно. Ну ты бы еще через месяц подошел, блин, со своими этими всеми. Нико-сан, я не хочу в этом участвовать, тихо произнесла она. Тихо настолько, что я еле расслышал. Что ты там бормочешь? Говори громче. Вступила в разговор молчащая до этого Асакура. Я забыла, как мы договорились ее называть. Асакура, пусть будет Асакура. Я не знаю, правда не знаю. Вот видишь, Элли, что и требовалось доказать. Если что, несмотря на 95 баллов по русскому, я все еще не самый грамотный человек. А тем более это вообще, блин, не русские имена. Я вообще не понимаю, как они читаются. А что, я должна просто стоять и слушать, когда эта нищенка что-то там себе под нос бормочет? Может, она про меня что-то... То есть вы у нас из касты неприкасаемых. Да уж явно имеем побольше прав. Ты же не будешь нас сравнивать с... Мику, помолчи, пожалуйста. Но, Маритян, ты можешь пыжиться и дальше, только учти, что в итоге это выйдет тебе же боком. Это угроза? Это предупреждение.
Вот видишь, об этом я и говорил, обратился я к Элли. Ребята, я честно ничего не понимаю. Ну, а что тут понимать? Вчера они совершили террористический акт у меня дома. Террористический акт, прыснула Кавашима. Но это даже ладно. Как я уже говорил, они постоянно издеваются над Ивамурой. Кагаме продолжала стоять недвижимо, как статуя, изучая неровности брусчатки под ногами. «И чего ты молчишь?» – разгневанно спросил я. Она потому что только что сказала, что не хочет в этом участвовать, окей, да? Ты глухой тоже. Мне нечего сказать. Ах, нечего сказать. То есть защищать тебя должен только я. Она не просила тебя этого делать. Ты не должен. Если ты хочешь, пожалуйста, защищай. Но не надо ей предъявлять претензии по поводу того, что она тебе не помогает защищать себя, хотя не просила тебя защищать себя. Мы успокоимся. Мы не будем беситься на 11-й минуте, да? Да? Все договорились? Окей, да, единогласно. Почему-то со мной ты не такая робкая. Это можно понять не так. Многоточие. Вот видишь, Элитян, у нее с нами нет никаких проблем. Верно ведь? А Сакура подошла ближе к Кагаме. У тебя ведь нет никаких проблем, правда? Спросила она вызывающим тоном. Ой, драка, подождите, драка стульями, это превью. И тут же получила хлесткую пощечину наотмашь. Все происходило словно в замедленной съемке. Кавашима и Элли застыли. Я тоже не знал, как реагировать. Ей трындец. Это жесть, это типа насилие в школе при свидетелях. Ее просто адвокаты родителей размажут. У нее еще и отец вообще неизвестен. Это пипец. Если бы на их месте были парни, я бы так не удивился. Но Кагаме, вот так вот сходу готовая защищаться, Кагаме, упорно молчавшая все время до этого. Ай! С приличным опозданием отреагировала Асакура. Видишь, Элли, они оба бешеные. Я, конечно, с этим согласна, если честно. Кавашима тут же подскочила к подруге, приобняла и уволокла за собой подальше от нас. Кагаме же опять опустила голову и выглядела точно так же, как минуту назад. Я не знаю, что там на самом деле случилось, но после такого решайте свои проблемы сами, бросила Элли и кинулась догонять подруг. Ну вот и что это такое было? Ты хотел, чтобы я постояла за себя? Я постояла. Ну вы друг друга стоите, конечно. Надо было вас все-таки свести. Грубо ответила она и пошла к школе. Поначалу я хотел побежать к ней, схватить за руку, остановить, накричать, но понял, что сейчас это делать бесполезно. В конце концов, я сам создал эту гремучую смесь. Сам спровоцировал конфликтную ситуацию. О боже, он свои ошибки признает. Это что вообще такое? Я такое вижу первый раз здесь вообще. Даже странно, что она закончилась всего лишь пощечиной, а не смертоубийством. Я проводил Кагаме взглядом, дождался, пока она зайдет внутрь и переобуется, и только потом тоже пошел в школу. Трындец. Однако, спрятавшись за шкафчиком, там меня ждала Элли. Я остановился... Я согласна с вами полностью. Я остановился, а она просто укоризненно покачала головой. С Асакурой все в порядке? Жить будет пока что. В смысле? Это она... Про что она? Да, я не имел в виду, что все так серьезно. Сначала пощечина, а потом что? Не преувеличивай. К тому же у Кагаме были причины. Честно говоря, я сам не до конца в это верил. Да, можно было сделать ей скидку на то, что довели, но ведь такая агрессия у всех на глазах только усугубит ее положение. Сторонний наблюдатель, даже зная всю правду, может подумать: конечно, девочки виноваты, но вы только посмотрите на нее. Часто симпатичный преступник в глазах общества вызывает больше сочувствия, чем уродливая жертва. Так, попрошу не оскорблять Кагаме, да? Мы с ней не мутим, конечно, но... Давайте, пожалуйста, давайте, да. Вот, а про красивых преступников это вообще, кстати. Это очень интересное явление. Ладно, я не оправдываю ее действия. Понятно, что так себя вести нельзя.
Но давай не будем из-за ее выходки закрывать глаза на происходящее. А ты, я смотрю, готов ей все простить. Знаешь, это ведь заставляет задуматься. Хватит вешать на меня женщин. Прекратите, пожалуйста. Ну вот, начинается. Вот реально, начинается. Закатил я глаза и вздохнул. По крайней мере, я точно больше не намерена общаться с этой бесноватой. Ты же понимаешь, что если ничего не делать, они так и продолжат издеваться над Ивамурой. А что ты скажешь насчет художеств на моей двери? У тебя ведь есть запись с камер, как-то неуверенно произнесла Элли. Я так и не понял, чего в этих словах больше, упрека, удивления или иронии? Да нет у меня никакой камеры, откуда? Но ты должна мне верить. Зачем мне врать? Разве я похож на человека, который будет пытаться подставить другого только ради того, чтобы доказать свою правоту? Нет, в смысле? Так ты сам-то себе веришь? Я понимаю, если бы он был прям свидетелем. Если бы он, грубо говоря, пораньше чуть-чуть вышел и увидел бы, как они драпают, например. И то, можно, они могли бы защищаться тем, что, ой, мало ли кого-то там в темноте разглядел, там ля-ля-ля тополя, может, это вообще были не мы. То есть, короче, если они вот нос к носу столкнулись бы вот на этой, как ее звать, на крыльце, тогда, да, он бы ей сказал, ну неужели ты мне не веришь, ну я их видел на своей этой, ну вот они, мало ли сколько дебилов вообще в округе, может это реально не они, я понимаю прекрасно, что это типа визуальная новелла, и скорее всего это реально они, ну типа потому что, но в реальной жизни, типа это мог быть кто угодно, и даже если ты этим чувакам насолил, да, недавно, они прям конкретно точат на тебя зуб, и ты капец как уверен, что это они, это все еще могли быть не они. Типа, вообще спокойно. Ты ведь их не видел. Как тебе верить? Это только твое предположение. Это вера в твое предположение. То есть это вера в дырку от бублика. Просто в ноль, в ничто. Просто в твою фантазию, грубо говоря. Да, у тебя есть основания. Да, у тебя есть повод. Но не доказательства. И ты даже не свидетель. Ты просто увидел, что у тебя разбито окно и разрисована дверь. И там уже никого не было. Ты мог сделать кто угодно, братан. Так что я бы тебя тоже не поддержал в суде, знаешь ли. Она задумалась. Наверное, нет. Ну, потому что ты тупая, блин. Простите. Я не хотела так говорить. Я не считаю, что Эль тупая. Ну, блин, ну что это такое? Но сам посуди, что я могу сделать? Даже если ты прав, я не говорю, что верю тебе, но допустим, даже если ты прав, то что ты от меня хочешь? В полицию мне их сдать? Не знаю, ты могла бы хотя бы поговорить. То-то я смотрю, ты больно любишь разговаривать, а вот твоя Ивамура не очень, она предпочитает сразу действовать. Господи, да что ты на ней зациклилась? Однако я прекрасно понимал, что Кагаме сейчас выглядит для всех остальных этакой старухой-проценщицей. Опа-на, для нас нужно пояснение какое-то. Героиня романа Достоевского «Преступление и наказание». Федора Михайловича, в смысле. В представлении главного героя романа Родиона Раскольникова старуха является истинным злом, так как наживается на бедности других людей, за что Родион решает убить последнюю и, по своей теории, улучшить жизнь для людей достойных, но все оказывается несколько сложнее. Вот только очень странное сравнение, потому что Ивамура ни на ком не наживается. Она ничего... Правильно? Это же про нее речь. Кагаме. Ну да. Она же ни на ком не наживается. Типа, почему она для всех... Почему из всех отрицательных персонажей был выбран именно этот? Я, может, ничего не понимаю. Может, это расхожее какое-то такое, знаете. Я что-то... Ну, просто странно. Тут прям даже еще и разъясняется. Истинное зло так, как наживается на бедности других людей. Ивамура сама без гроша в кармане. Я понимаю, что это, конечно, все очень примерно, да, типа метафоры это не что-то буквальное, да, окей, я осознаю, но сравнение мне показалось странным. Вряд ли, конечно, Кавашима и компания задаются теми же вопросами, что и Раскольников, но со стороны обычного наблюдателя Ивамура вызывает минимум сочувствия. Особенно со стороны Эли, которая и до этого была о ней лучшим... типа, что она совершила в открытую какой-то плохой поступок, все об этом знают, и даже если, типа, до этого что-то с ней там плохое происходило, то есть вот, типа, что старуху-процентщицу ее убили, как бы в читателе все равно культивируется сочувствие именно к Раскольникову, а не к ней, хотя он убийца. Типа...
Короче, такая, вот это, да, эта история. Понятно. Ну, наверное. Не знаю, мне кажется, можно было найти какую-то более близкое какое-то сравнение. Не знаю. Особенно со стороны Элли, которая и до этого была о ней не лучшего мнения. Потому что ты ее постоянно защищаешь. И что? И ничего. Сначала смутилась, а затем разозлилась она. Ну, это для нее вообще нормально. Разве ты сам этого не понимаешь? Что бы я не думал на самом деле о Кагаме, Элли ждала ответа здесь и сейчас. Так, я помню, мне писали в комментариях. Вообще есть в комментариях человек, который мне постоянно подсказывает, что мне нужно выбирать. Вот я могу прям даже здесь расположить его последний комментарий. Спасибо тебе большое, друг. Это просто вообще неоценимый вклад в это прохождение. Без тебя это было бы просто в разы хуже, мне кажется. Согласиться с ней, продолжать защищать Кагаме. Вот он мне написал, что мне надо в этот раз согласиться с ней опять. И все, будет у нас классно, круто. Да, вот она обрадовалась. И я обрадовалась, и вы обрадовались, и все довольны. Видите, как хорошо. Какое значение имеет мое мнение? Даже если я с тобой согласен, то нельзя же так себя вести по отношению к другим. Она этого ничем не заслужила. А вот представь себя на месте Ивамуры. Знаешь, можно сравнивать себя с кем угодно, хоть с голодающими африканскими детьми. Все проще, чем жить, будучи на собственном месте. Ее слова меня почему-то задели. Конечно, потому что ты 80% времени тратишь на какие-то разглагольствования, ставление себя на чужое место, размышления о том, а что если бы, вместо того, чтобы жить свою жизнь. Вот поэтому и задело. Тебе легко говорить. Да, и вот именно потому, что мне легко говорить, я не позволяю себе подобного поведения и не собираюсь его терпеть от других. Я поговорю с Мику. Возможно, ей стоит рассказать все учителям. А вот этого точно делать не надо. И почему же? Да потому что твоим девкам нужно совершить что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы учителя обратили на это внимание и заступились за Кагаме. Но сказать это вслух я побоялся. И в Амуре и так проблем хватает. И почему мы должны решать эти проблемы? Никто и не... Ник, ты кажешься здравомыслящим человеком. С каких пор? Тогда зачем ты возишься с этой истеричкой? Мне в голову приходит только одно объяснение. Молчи. Я вижу, хватит. Ухмылку стираем, убираем. Прекращай. Все, тихо, хватит. Лукаво улыбнулась она. Однако я не мог сейчас сказать Эле о том, что подозреваю компанию ее деда в смерти своих родителей, оставших регулярными визитах КГБ. Ну типа, что вот почему мы так много времени проводим вместе. С Кагаме мы лишь союзники по неволе, а союзник не обязан нравиться, или он должен лишь оказывать помощь. Я даже пропустил тот момент, когда все стало настолько серьезно. Неделю назад или около того я просто решил проследить за нелюдимой старостой своего класса, и вот к чему меня это привело. Ты можешь думать как хочешь. Я сделал вид, что обиделся. Очень жаль, что ты не видишь, какую змею пригреваешь под боком. Многоточие. Конечно, я не очень хорошо знал Кагаме, но ведь Элли не знает ее вообще. Ладно, мне пора на уроки. Надеюсь, ты сделаешь выводы. Надеюсь, ты тоже. Бросил я в ответ и дождался, пока она поднимет с поля. Она что-то знает, многоточие. Вот люди в коридоре. Что же, ситуация неприятная, как ни глянь. И вот мало мне было корпорации, КГБ, Кэтрин. Так нет ведь... Три слова не могу прочитать. Какие, 95 баллов по-русски. Извините. К чему он вообще прицепился к этой Кэтрин? Мне кто-нибудь может сказать? Ее уже не было сколько серий, я не знаю. Он все, Кэтрин. Ну, Кэтрин, вот она приехала. Что? Она вообще не отсвечивает. Кто-то объясните мне, что она... почему мы до сих пор на нее столько мыслей и времени тратим? Аж до слез. Затеял совершенно ненужные разборки со школьной элитой, не имея никаких шансов на победу. В чем-то Элли, конечно, права. Ставить себя на чужое место — дурацкая затея. Еще неделю назад мне бы такое и в голову не пришло. Почему? Мыслительные эксперименты достаточно полезны. Просто не надо злоупотреблять. А что изменилось? Понятно, что. Определенно нужно было поговорить с Кагаме, только вот что толку? Не хотелось в 100-й раз повторять одно и то же, а других слов убеждения я не имел.
К тому же, я сам пока до конца не понял, как оцениваю ее поступок. Может быть, в другой ситуации, в мире, в котором царит полное равноправие, Асакура получила бы по морде от меня быстрее, чем от Кагаме. Это в каком это мире, в котором царит полное равноправие, вообще, блин, приветствуется кого-то бить? Расскажите мне, пожалуйста, вот хоть кого-нибудь, вот хоть кого-нибудь вообще, даже вот собачку, мужчину, женщину, старушку, где царит полное равноправие. Это что за мракобесие вообще мы читаем с вами, друзья? Я не понимаю, не слушайте, не слушайте. Отключите звук, просто смотрите. Вы же тогда будете читать. Вот черт. Не знаю, что делать. Не знаю, как нам спастись, но мы продолжаем. Я сам недолюбливал многие нормы, правила и законы, но когда мне пришлось оказаться по ту сторону прицела, всерьез задумался об их необходимости. Асакура чувствовала свою безнаказанность в рамках сложившегося квазисоциального института нашей школы. Ей и в голову не приходило, что она может получить отпор, тем более в такой грубой форме. Наверняка в другой ситуации она бы повела себя куда вежливее, однако все равно продолжая находиться в рамках принятых, пусть и негласно, отношений в этом коллективе. А вот Кагаме в итоге было совершенно наплевать на эти негласные правила. Интересно, почему она не дала им сдачи раньше? Ну, блин. Может быть, потому что они толпой подходили, а тут, типа, у нее, как бы, как это сказать, типа, случилась, как бы, такая оценка ситуации, эти стоят, ничего не подозревают, они, как бы, не собираются ее прям бить. А, опять же, куча свидетелей кругом, они не ожидали, что что-то такое еще может произойти, она подошла одна к ней, и у нее это все кипит, и тут еще и вот эти все обстоятельства, что, типа, ну, они сейчас ей ничего не смогут сделать, просто вскипел человек. Я ее не оправдываю, она абсолютно неправильно поступила, даже, ну, типа, и к тому, что там, типа, если тебе там ударили по одной щеке, подставь другую. Нет, но... Блин, насилие только и делает, что порождает насилие. Типа, если дать сдачи обидчику, типа, тебя побили, ты его тоже бьешь, это вообще... Не знаю, очень на самом деле глубокий такой вопрос. Очень можно долго об этом рассуждать. Типа, там, око за око и мир ослепнет. А может быть и нет. А может быть, после того, как кто-то кому-то выколет око за то, что кто-то другому выколол око, может быть, все остальные вокруг наконец поймут, что не надо никому вообще никакие око выкалывать. Но это все теория. Типа, насилие порождает только насилие. Оно не несет справедливости. Оно не несет каких-то... Типа, вот это вот в споре рождается истина. В споре ни хрена не рождается, мне кажется. Все равно все остаются при своем мнении и расходятся. И ничего не меняется на самом деле. Не знаю. Короче, очень сложная ситуация. И все-таки я склоняюсь к тому, что как бы бить людей нельзя. Начнем с азов. Бить людей нельзя. Какая-то серия, 12-я. Вот, поговорим об этом. Ну, короче, это странно. Это был действительно странный поступок. Еще и при свидетелях. Ну, то есть это мало того, что не очень прикольно с моральной точки зрения, так это еще и на ее, так сказать, образ не очень хорошо работает. Так что... Короче, конкретно вот прям зафакапила ситуацию, конкретно. Что вы об этом думаете, кстати? Напишите тоже в комментариях, мне будет интересно почитать, что вы об этом думаете. Вообще, я догадываюсь, что вы об этом думаете, если... Ну ладно, я ничего не буду об этом говорить. Ну, короче, да. Интересная ситуация. В итоге я пришел к выводу, что не могу осуждать Кагаме, даже несмотря на всю безрассудность ее поступка и на то, что расхлебывать его последствия нам, скорее всего, придется вместе. Вот, я, в принципе, что-то около этого, я, в принципе, с ним солидарна, что как бы осуждать мы вряд ли можем, потому что, ну, реально у нее очень сложное положение, и она реально вскипела. Но... Ну, как бы да, моральный аспект хромает маленько. Когда я вошел в класс, то сразу почувствовал звенящее, но не то, что вы подумали, в воздухе напряжение. Парта Асакуры была пуста, а вокруг Кагаме как будто образовалась зона отчуждения. Девочки о чем-то перешептывались, собравшись в кучку в углу класса, а вот парни вели себя как обычно. Но не все.
Как только я сел, ко мне сразу подошли Майкл и Кёски. «Ник, мы слышали, что случилось у ворот». Он говорил тихо. Мы слышали, что случилось у ворот. Он говорил тихо, но на нас и так старались не смотреть. «Я вас решительно приветствую», – нарочно громко воскликнул я, дабы показать, что не намерен, как остальные, подчиняться глупым условностям. «Да потише ты!» – зашипел на меня Кёски. «Не надо меня затыкать, будто я преступник какой, чтобы все замолкали в моем присутствии и отводили глаза. Преступник или нет, но ты попал в неприятную ситуацию, которую, конечно, сверх всякой меры раздула Асакура». Резонно вставил Майкл. Я вздохнул и посмотрел на него снизу вверх. Друг сохранял свое привычное спокойствие, а вот мне уже порядком надоела подобная несправедливость. Асакура, имея гораздо больше знакомых и большее влияние, могла легко преподносить факты в любом для нее свете, наверное, для нее выгодном свете, тем самым искажая истину. С другой стороны, кто я такой, чтобы рассуждать об истине? Наше восприятие событий формируется под влиянием множества факторов и совершенно не похоже на застывший миг, запечатленный на фотографии. Это, кстати, очень часто замедляет следствие. Я просто не хочу быть несправедливо обвиненным. Тебя пока никто ни в чем не обвиняет. Вот в том-то и дело, что пока. Ник, мы ведь уже говорили об этом, виновато начал Кёски. Кажется, в прошлый раз мы уже все выяснили. Огрызнулся я и машинально отвернулся. Не хотелось опять выслушивать несправедливые упреки. Ник, но от того, что мы промолчим, ничего не изменится. Хорошо. И что я, по-вашему, сделала не так? Может быть, для начала позволите мне рассказать, что было на самом деле? А было вот что. Асакура и компания вчера ночью разрисовали мою дверь и разбили стекло. Однако Асакура говорит, что ты все это сам сделал, чтобы ее обвинить. Вот как. Значит, она еще и умело сыграла на опережение. Всегда лучше первым признать факт обвинения. Тогда в дальнейшем исключается риск, что тебя застанут врасплох. Зачем мне это? Кому вы верите? Ник, ну зачем им заниматься подобным? Все-таки друзья или самый не уличная шпана. Да? А в чем разница? Тоже не понимаю, кстати, в чем разница. Но... Так, он не ответил. Молчал и Майкл. Не ожидал я от вас такого, ребята. Мы тебе верим. Почему я путаю слова местами? Что такое происходит? Мы тебе верим, но что это меняет? Ты все сильнее раздуваешь этот никому не нужный конфликт. И ради чего? Ради чего? Повторил я и задумался. Конечно, в данной ситуации я уже защищал сам себя от их нападок. Но началось все-таки не с этого. Если бы не Кагаме, то у меня, скорее всего, вообще не возникли бы с ними терки. Получается, защищал ее, когда она тебя не просила, напоминаю. А потом уже все закрутилось, завертелось. Но зачем оно мне? Вот именно. Только лишь потому, что у нас у обоих есть проблемы с Кобаяши Корпорейшн, тебе все равно не победить. Ты же понимаешь, что безосновательное обвинение не меньший проступок, чем то, в чем ты их обвиняешь. И если ты никак не сможешь доказать, что они реально виноваты, да брось ты, ну все же понимают, что не станет никто без причины на них наклеп наводить. Ты в этом так уверен? На самом деле я уже ни в чем не был уверен. Мне всегда казалось, что есть какая-то высшая справедливость, которую не обязательно доказывать всем и всем и вся, каждый день и каждый час. Может быть, она существовала в СССР, а может, я тогда просто был еще ребенком. Но чем старше я становился, тем больше убеждался, что в итоге зачастую прав оказывается тот, у кого больше прав. Окей, и что вы предлагаете мне делать? Промолчать и отсидеться, надеясь, что меня не зацепит? Зависит от того, что ты сам хочешь. А что я хочу? Майкл смотрел на меня не моргая, но ничего не ответил. Если для тебя правда так важна Ивамура-сан, да почему? Чтобы отстаивать справедливость, всегда нужен корыстный интерес, вскричал я, но никто даже не посмотрел в мою сторону, потому что это не манга и не аниме. Ты последний человек, от которого я хочу слышать подобное. Да уж, кстати, действительно. Но если даже Кёски упрекает меня в оторванности от реальности, то что-то точно не так. Но ведь по сути он прав, Ник. Прав, не прав. Почему я никогда не бываю прав? Потому что ты дебильный. Ты не понимаешь. И опять нет ответа. Как нет? Я же ответила. Ладно, и что вы мне предлагаете делать? Он уже 3-й раз этот диалог задает этот вопрос. 3-й раз, если я не ошибаюсь. Сколько можно? Или даже 4-й?
Мы готовы тебя поддержать, но только если ты сам уверен в том, что делаешь. Вау. В чем именно? Ты понимаешь, о чем я. И внезапно мне даже захотелось не переспрашивать. Так ты уверен? Насколько эффективность нашего совместного предприятия с Кагаме зависит от того, как к ней будут относиться в школе? Или меня все-таки волнует не только это? Ой, меня даже сохранили, это прекрасно. Так, ответить, что уверен, проявить осторожность. Давайте скажем, что мы уверены. Давайте, все уже, сгорел сарай, гори и хата, правильно? У нас что выбрано? Вот, давайте. Но это ты уже не радуйся, у нас уже все. Мне уже все спалили, что это ни на что не влияет. Да, я уверен, иначе зачем мне все это? Ну, кто ж тебя знает, добродушно улыбнулся Кёски. Офигеть, нас будут поддерживать эти чуваки, хотя они меня уже бесят многоточие. А Сакура вернулась в класс перед звонком, но даже не посмотрела в мою сторону. Кагаме же сидела с еще более отсутствующим видом, чем обычно. Уроки прошли на удивление спокойно, а мне не хотелось еще больше усугублять конфликт, поэтому я старался привлекать как можно меньше внимания. Поостыв, я понял, что Кёски и Майкл правы, если не по факту, то по сути. Коли уж ты собрался бороться с системой, то делать это надо хотя бы с умом. Собирать всех причастных посреди школьного двора и устраивать разборки на глазах у всей школы было точно не лучшим решением. А главное, хорошо, что ты это вовремя подумал. И теперь мне придется расхлебывать последствия. Если Кагаме и раньше была не в фаворите у местных придворных, то теперь на нее вполне может начаться настоящая охота. Однако в то же время я понимал, что Асакуре и компании понадобится какое-то время, чтобы отойти от шока и, что даже важнее, убедить Элли в том, что они ни в чем не виноваты. Ведь именно она сейчас и судья, и присяжные. Ни хрена на нее свалилась вообще. Моментальным ответным ударом они только подтвердят мою правоту. По крайней мере, это означает, что у меня есть какое-то время на то, чтобы собраться с мыслями, перегруппироваться и придумать, как дать им отпор в следующий раз. А следующий раз будет, можно не сомневаться. Когда прозвенел звонок с последнего урока, Кагаме так быстро собрала вещи и вышла из класса, что я даже не успела опомниться. Да, мне все еще казалось, что Асакура с Кавашиной не начнут мстить по горячим следам, но береженого Бог бережет. Поймав на себе укоризненный взгляд Кёски, я бросился вдогонку за Кагаме. Нет, ну конечно, да, с их стороны это все выглядит капец как странно, если честно. Переобулась она тоже достаточно быстро, не оставив мне времени даже завязать шнурки. Я вылетел на школьный двор и тут услышал знакомый голос. «Эй, куда ты так спешишь?» Такая, стоит уже. Обернулся и увидел Элли, стоявшую на том же месте за шкафчиком, что и утром. Да вот, я бессильно проводил взглядом Кагаме, скрывшуюся за школьной оградой. «Не волнуйся за нее, все будет в порядке. Я поговорила с девочками». «Поговорила? О чем?» Наверное, я сделала глупое лицо, потому что Элли вдруг улыбнулась. А она, наоборот, перестала. «Ты же сам меня просил, не помнишь?» «Да, конечно, просто я не думал, что ты мне веришь. Пройдемся?» «Давай». «Интересно». Мы вышли за ворота и под удивленные взгляды школьников направились в противоположную сторону от станции, куда, наверное, так спешила Кагаме. Многоточие. Когда школа осталась далеко позади, Элли наконец остановилась. «Твои охранники не будут волноваться? Они же мне не няньки!» Обиделась она, но тут же вернула серьезное выражение лица. «Мне жаль, что ты меня считаешь обычной богатой дурочкой. Да я не... По правде говоря, я просто не был готов к этому разговору, поэтому не знал, как правильно реагировать. Я могу заниматься музыкой, рок-музыкой, только с молчаливого согласия деда. Это что-то вроде игры, я веду себя аккуратно, не влипаю в истории, а он делает вид, что ничего не происходит. Как думаешь, что случится, если эту идиллию нарушить?» «Не знаю, но при чем здесь? А дело как раз в том, что я должна соблюдать все нормы приличия на людях». Словно не замечая меня, продолжала Элли. «Не я устанавливаю правила игры, но не в моих интересах их нарушать. И что же случится, если ты объяснишь своим подругам, что их поведение, скажем так, некорректно?» Робко спросил я. Робко, извините, я неправильно прочитал. «Как минимум меня не поймут. Это сначала. А потом даже вожак Прайда не может заставить остальных львов стать вегетарианцами». Это какая поэтичная метафора, вот согласна.
Глупо вставил я, но она опять меня проигнорировала. Конечно, мне по-человечески жаль твою подругу. И тут Элли на мгновение вернулась в свой привычный образ, избалованный от Джо Самы. Только не ее лично, а вообще человека в ее ситуации. Но ведь еще неделю назад вы даже не были знакомы. Я смотрел на нее и никак не мог понять, кто же сейчас стоит передо мной. Обычная школьница, как и я сам, наследница империи Кобаяши, глава шайки распоясавшихся подростков или вокалистка рок-группы. А может все сразу или кто-то еще. Я же вот говорила, что у нее это раздвоение, расстроение, биполярка, вот это вот все. В жизни Элли было столько всего мне незнакомого, что я даже представить не мог, о чем она думает и что чувствует. Если я, Химицу, Кагаме, даже Кэтрин можно было сравнить с простыми веществами... Даже Кэтрин можно было сравнить с простыми веществами, то она казалась химическим соединением с непроизносимым названием. Ладно. И чем больше я в этом убеждался, тем больше ругал себя за скоропалительные выводы, сделанные после случая у бассейна. Честно, не мне тебе советы давать. Да, я хочу защитить Ивамуру, потому что считаю, что это правильно. Но только ты сама знаешь все обстоятельства своей жизни. Спасибо на добром слове, одарила она меня обезоруживающей улыбкой. Но я ничего не сделала. Просто попросила их пока что не давать повода для новых обвинений. Не знаю, надолго ли этого хватит. И тут вдруг Элли из уверенной в себе королевы школы превратилась в моих глазах в простую девочку, которая натерпелась от несправедливых общественных законов не меньше моего. А скорее даже больше, намного больше. Если я мог позволить себе быть этаким маргиналом и плевать на всех и вся, то только будучи неуловимым Джо, которого никто не ловит. В повседневной жизни понятие чести для меня не выходило за пределы страниц рыцарских романов, а вот для девушки, живущей с рождения в золотой клетке, честь важнее всего. По крайней мере, наверняка именно так воспитывал Элли Кобаяши Джун. Это уже немало. Но что ты собираешься делать дальше? Сказать, что намерен защитить Кагаме? Сказать, что пока не думал об этом. Ну, давайте защитим Кагаме, а чё? Я надеюсь, она не будет уже теперь на нас вешаться. О! Так, теперь мы перевесили на Элли, да? Теперь мы будем с Элли мутить. Я не хочу ни с кем мутить. Не хочу. Ивамура не заслужила такого отношения. Если в моих силах защищать ее, то я это сделаю. «Вот как», — нахмурилась она. «Да, понимаю, что звучит как ответ пофигиста». «Нет». «Так и я ведь не самый серьезный человек на свете», — попытался отшутиться я, потому что действительно не знал, что буду делать дальше. Пока что в моих планах был только разговор с Кагаме. «Возможно, твоей подруге стоит сменить школу», — серьезно заявила Элли. «Когда учиться остается полгода? Ник, разве ты не понимаешь, что в борьбе с ветряными мельницами никто тебе не поможет? Ни я, никто другой». «Да почему мне-то? Потому что 2,5 года до этого Ивамура как-то существовала, не попадая в неприятности». События последних 2 недель сразу всплыли в памяти. Действительно, все началось как будто даже не с возвращения Кэтрин, наконец-то до него дошло. А с того, что я тогда утром засмотрелся на тех подонков, пристающих к Кагаме у школьных ворот. То есть это я во всем виноват. «Я тебя ни в чем не обвиняю, но сам задумайся». Она опустила глаза, словно вдруг устыдившись собственной смелости, но сказанного было вполне достаточно, чтобы выбить меня из колеи. Я не знаю, что на это ответить. «Ну ладно, тогда не говори ничего». Она пристала на носочки, закружилась вокруг своей оси, подошла ко мне, улыбнулась и взяла под руку. «У нас сегодня репетиция, не хочешь посмотреть?» «Это что, рок-н-ролл?» Вот это играет, понятно. А вот это что сейчас будет? Я? Вот это уже действительно странно. А ты уверена, что, учитывая все обстоятельства, это уместно? К тому же я ни с кем не знакома с твоей группы. А как же этот, который клавишник? Очень такой, да, я помню, мы уже познакомились, хороший парень. И тут я вспомнил того странного клавишника в солнцезащитных очках. А вообще нет, знаком. Ну вот видишь, уже не совсем посторонний человек. В другой ситуации я был бы рад возможности отвлечься и отдаться новым впечатлениям. Но сейчас, когда не решен вопрос с Кэтрин...
Да что он к этой Кэтрин пристал? Я подумала, я неправильно прочитала. Думаю, КГМ, наверное, написано. Нет, опять это Кэтрин. Какой с ней вопрос-то? Да какой с ней вопрос? Объясните мне. Когда за мной следит КГБ, понимаю. Когда я довел конфликт с КГМ до точки кипения, понимаю. Кэтрин при чем здесь? С другой стороны, мы всю жизнь откладываем представляющиеся шансы на потом, оправдывая, что сейчас не время, что сначала надо разобраться с более важными делами. Вот как только, так сразу. Если бы у меня в доме стоял сундук для упущенных возможностей, то к 18 годам он был бы уже битком. Если ты настаиваешь... Родители часто упрекали меня за то, что я всегда и везде хочу получить мгновенный результат, прикладывая минимум усилий. Не самое плохое качество в целом. Если ты умеешь это делать, то, блин, чё, вперед. Но если задуматься, не вызвано ли такое отношение неудачами, неизбежно сопровождающими период взросления? Для очень многих людей последняя вещь в жизни, которой они добились, прилагая последовательные усилия на протяжении длительного периода времени, это школьный аттестат. А дальше следует работа без перспектив, которая вскоре становится просто формой поддержания собственного существования, вроде приема пищи. Зачем вы так? Зачем вы меня до экзистенциального кризиса доведете? Возможно, кто-то хотел стать пианистом, но быстро понял, что не имеет таланта. Другой мечтал забить гол в финале турнира «Кожаный мяч». Нет. В финале чемпионата мира по футболу. Да не вышел здоровьем. Даже мечте третьего поступить в технический вуз не суждено было сбыться по причине полного отсутствия способностей к точным наукам. А зачем он тогда хотел туда поступить? Это странно. И после всего этого ты слышишь пустую, выхолощенную фразу про то, что ты недостаточно старался. Господи, да если бы каждому по потребностям, то некому было бы работать на заводах или выращивать рис. Объективно успеха добиваются единицы, а вот добросовестных и старательных куда ни плюнь. Особенно здесь, в Японии, где испокон веков культ трудолюбия. Пока мы шли на рэп-базу, Рэп. Это не та база. Реп-база, это читается. У меня, кстати, это слово, вот реп-база, оно в моем лексиконе появилось вообще совсем недавно. Я его недавно только первый раз услышала в своей жизни. Потому что я никогда не увлекалась, музыкой, не общалась с музыкантами. И, у меня как-то, немножечко эта сфера жизни выпала. И вот оно опять, это слово. И я не знаю, как оно читается даже. Я держался немного позади Элли и, смотря ей в спину, пытался представить, как она до кровавых мозолей на пальцах мучает гитару, силясь заучить очередной сложный риф. Пытался, но мне ничего не выходило. Куда проще было вообразить, что Элли, только взяв в руки гитару, уже через час играла не хуже признанных виртуозов. В итоге от этих мыслей я накрутил себя настолько, что мне стало неуютно с ней рядом. «Знаешь, на самом деле, а мы уже пришли», — развернулась она и весело перебила меня. Многоточие. Вот так-то. До свидания. Репетиционная точка, реп-база. Блин, реп-база очень смешно звучит. Как будто я такая, знаете, бабуля, которая говорит не рэп, а реп. Это смешно. Реп-база внутри выглядела весьма обыкновенно. Может, это и не так читаю. Раз или два в жизни мне приходилось бывать в подобных местах, разве что здесь оборудование было на порядок дороже того, на котором играл я. Что-то мы рановато, но это ничего. Не хочешь пока порепетировать? Не знаю даже. Здесь я чувствовал себя неуютно, и с каждой минутой мне становилось лишь все больше не по себе. Давай, пока никого нет. Ну ладно. Элли подошла к стойке с гитарами и быстро взяла один из басов. Вот, держи. Я внимательно осмотрел его. Ты уверена? Да, что такого? Думаю, наш басист не обидится. Вообще-то я имел в виду его стоимость. Раз в 5 дороже моего весла, пылившегося дома. Как знаешь, многоточие. Я думала, превьюшка будет сейчас. Сорвалось. Мы несколько раз сыграли тот трек, который репетировали вчера. Я с удивлением отметил, что у меня получается куда лучше. Опа-на, здравствуйте, добрый вечер. Такие вы прыткие. О, Эл, ты прямо мои мысли читаешь.
Когда мы закончили, я обернулся и увидел в дверях барабанщика и второго гитариста. Вообще-то его правильнее было бы назвать первым, ибо Элли играла ритм. «Ребята, привет! А мы тут несколько смутилась она. Я машинально встал и отложил бас. Весьма неплохо, но тебе нужно больше работать с метрономом». «Да я не... Но я все же не понимаю, откуда ты узнала?» Блин, а с метрономом... Типа, прикольно, то есть чтобы держать ритм, гитаристы, ну вообще, наверное, музыканты с метрономом занимаются. Это так прикольно, это так круто. Я говорю, вот эта сфера жизни вообще мимо. Но я все же не понимаю, откуда ты узнала. Узнала что? Что Ямада уходит из... О боже, поприветствуйте нового... Кто? Басист, гитарист? А Ямада что? Подожди, так ты не знала? Нет, конечно. А это кто тогда? Они оба удивленно уставились на меня. Мы учимся в одной школе, я его просто пригласила на репетицию. Понятно. Барабанщик и гитарист выглядели на пару-тройку лет старше нас и в целом внешне мало напоминали рокеров. Ладно, неважно. Где же наши манеры? Меня зовут Ишида. Я собираюсь стать профессиональным музыкантом, а пока что подрабатываю. Он крепко пожал мне руку. Приятный парень. Мицуёши. Вот хорошо, когда «ё» есть в их именах. Сразу понятно, где ударение. Мицуёши. Учусь на искусствоведа. Коротко представился барабанщик. Ник. Школьник. Глупо промямлил я. В очередной раз в незнакомой ситуации моя обычная самоуверенность куда-то запропастилась. Действительно, легко быть готовым ко всему, когда в твоей жизни не происходит ровным счетом ничего нового, но готовым только на словах. Хотя, может быть, дело не только в этом. «Так, что случилось с Ямадой?» – грозно спросила Элли. «Эл, ну не надо так говорить, как будто мы в этом виноваты». «Я никого не обвиняю, но у нас концерт на носу. Важный концерт, ты же сам прекрасно знаешь». Ямада сказал, что родители заставили его поехать с ними в Киото, бывшая столица Японии, на острове Хансю, известная своими многочисленными буддистскими храмами, которые считаются памятниками архитектуры, садами, императорскими дворцами, синтоистскими святилищами и старинными деревянными домами. Надолго? Навсегда. Но Киото, в конце концов, не так и далеко, он мог бы... Остров? «И как ты себе это представляешь?» – грустно спросил Ишида. «Это же около 500 километров». Хрена себе, на каждую экскурсию, на каждую репетицию, говорю, это вообще трэш. Он ведь тоже еще в школе учится. Элли тяжело вздохнула и ничего не ответила. Конечно, он мог бы предупредить заранее. Вот именно, такая вещь, как переезд, не случается вдруг. Ямада сказал, что до последнего рассчитывал остаться. А о нас он, конечно, не подумал, что нам тоже нужно какое-то время, чтобы найти и подготовить нового басиста. О, вот он пришел, здравствуйте. Тут дверь распахнулась, и внутрь, сверкая очками, вошел клавишник. Я забыла опять, как называется. Я, во-первых, еще прочитала клавишник на реп-басе. И вот этот... Зетфилс. По-моему, Зетфилс. Что-то типа того. Меня никто не ждал, а я пришел. Вообще-то тебя все ждали. У нас сегодня репетиция. В комнате повисло неловкое молчание, но странного парня в очках-то, кажется, вообще не смутило. Ник, знакомься, это Токио Райдер. Токио Райдер? Он просит себя так называть. Потому что я свободный ездок. Вообще-то мы уже немного знакомы. И я знал, что наша встреча не была случайностью. Как скажешь. Ладно, вернемся к Ямаде. Элли выглядела по-настоящему расстроенной. Мы всегда можем сыграть под фанеру. Я не играю под фанеру. К тому же в такой важный день. Тогда я не знаю. У меня есть знакомый в одной институтской группе. Правда, они играют в фанк, и я бы не сказал. А чем он плох? Вдруг вмешался в разговор Токио Райдер и указал на меня. А чем он плох? Вот так сказал. А? Остальные, уставившись на меня, как будто обнаружили у себя на реп-базе как минимум Пола Маккартни. Ну, конечно же, да. Они посмотрели на тебя не так, что типа это наш последний шанс, а как на Пола Маккартни, конечно. Думай так, хорошо. Да я даже не басист, так пару раз в руках держал, а мне показалось, что ты ничего так играл. Ты вообще только что пришел, алло, здрасте. Так ты ведь даже не слышал.
Я за дверью стоял. Но зачем? Я ничего против не имею, но как минимум он совсем не знает материал. 5 песен. 5 песен любой выучит. Эй, подождите. Кое-где партии можно упростить, задумалась Элли. Если выбирать между выступлением вообще без басиста, я уверен, он справится. Конечно, мне бы не хотелось такого неопытного напарника по ритм секции, однако... Да подождите вы! Закричал я, и Зетфилс тут же замолчали. А со мной вы это согласовать для начала не хотите? Ник, да мы ведь просто обсуждаем варианты. Если ты не хочешь, никто тебя заставлять не будет. Я просто не могу поверить, что это происходит на самом деле. Кэтрин, Да что ты к этой Кэтрин прицепилась? Кобаяши Корпорейшн, КГБ, КГМ. А теперь мне предлагают стать басистом Зетфилс. По-моему, я не помню, правильно читаю или нет. А не сон ли это все? В то мгновение я даже думать забыл. Да что такое, хватит. Даже думать забыл, что у меня сейчас явно есть проблемы поважнее. Но если ты будешь меньше сомневаться и больше репетировать, то все будет путем. Да мне и некогда особо репетировать. А чем ты так занят? Без тени сарказма спросила Элли. Чем я занят? По всей видимости, тем, что сижу и накручиваю себя, воображая одну катастрофу за другой. Ребята, мне нужно подумать. Наконец выдавила из себя я. Только до понедельника, не дольше. Но учить партии можешь начинать уже сейчас. Он всучил мне кипу мятых нотных листов. А ты в курсе, что я нот не знаю? Разберешься. Ну ладно, раз мы все равно сегодня здесь все вместе собрались, Ишида протянул мне бас, который я мучил 5 минут назад. Даже если я и откажусь от их предложения, то хотя бы разок сыграть в составе Зетфилс – это уже большая честь. Пусть и всего лишь на репетиции. Многоточие. Играть вдвоем с Элли оказалось куда проще. Буквально через минуту волнение захлестнуло настолько, что я начал сбиваться с ритма и мазать мимо ладов. Однако за это меня никто не ругал, а наоборот, остальные подбадривали и показывали, как правильно. К концу репетиции мне даже удалось сыграть пару раз более-менее сносно, по крайней мере, на мой собственный взгляд. Ну что, как мы? Отлично, ребята, отлично! Выдохнула я, вытирая пот со лба. Мне кажется, ты тоже хорошо себя показал, так что, если хочешь, мне все равно надо подумать. Заметано. Какая серия 12-я? Вот только сейчас рок-н-ролл появился. Только сейчас. Я тепло попрощался со всеми и вышел на улицу, оставив музыкантов собирать инструменты. Глупая улыбка не сходила с моего лица всю дорогу, и я то и дело ловил свое отражение в стеклах витрин и пытался одернуть себя, но через минуту идиотский оскал возвращался на место. Чувство возбуждения не давало покоя. Не было никакого повода для праздника, но ноги сами принесли меня к знакомому бару, и я думаю, что в этот бар мы уже с вами зайдем в следующей серии. Думаю, это прекрасное место для логического такого финала. Что ж, это было мощно, это было интересно. Как всегда, как говорится. Я все еще пытаюсь действительно... Тут недавно написали, вообще, причем к одной из самых первых серий, написали, что... авторы немножечко иногда забывают, что они пишут про школьников. Ну, типа, реально приписываются какие-то заморочки вот взрослых людей. Мне кажется, да, действительно, немножечко оторвались от реальности, немножечко забыли, что такое быть подростком, но, как бы, все там будем, как говорится. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.